Кирилл Викторович, расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то особенности коррупционных схем на Северном Кавказе? Я бы не сказал, что это особенности. Дело в том, что все-таки Северный Кавказ исторически у нас закрывается во многом глаза, да, поскольку есть позиция еще с Русской империи подкупа элит. Да. Вот клановость, да, семейственность, она как бы формирует вот эти вот отношения на Северном Кавказе, является основой управления. Поэтому это и есть специфика. Специфика то, что очень сложно провести проверки, опять же существует, да, поскольку есть криминализация, то есть часть средств используется, теми же самыми криминальных средств используются для напряженности, создания напряженности, это тоже факт. Да? Поэтому вот это вот специфика Северного Кавказа. А вы располагаете какими-то данными? Но мы готовили данные, они есть в открытом докладе по экстремизму, терроризму, который мы готовили 2 года назад еще для Медведева, который мы тогда в Нальчике озвучивали. Он в открытом докладе о том, что какие средства, какие статьи. Например, у нас же нет в Самаре режима контртеррористической операции. А это один из источников финансирования. Да, загрузка так называемые через флешки, даже в ГУПов и бюджетных предприятий, да, якобы бородатыми, на самом деле это просто сотрудники правоохранительных органов, которые используют это прикрытие. А по республикам можете сказать как-то, есть ли разница? Ну, конечно, разница есть. А какая наиболее коррупционная республика, по вашему мнению? Вот, понимаете, всегда надо смотреть по объему бюджетных вливаний. Если мы говорим по рынку, да, то есть там, где больше дает. А вот если говорить по системе отношений, они, как правило, все выставлены одинаково. Единственное, сейчас идет некое уменьшение, попытка уменьшения в Ингушетии, да, за счет позиции, кстати, просто руководителя региона. И то, что пытается сделать Абдулатипов в Дагестане. Но опять же, все прекрасно понимают, что вот эти соревнования, обидев одну группу, да, ее можно вывести в некие не правовые рамки. А есть ли какие-то данные по курортам Северного Кавказа? Ну, я думаю, что следствие покажет, какие данные в ближайшее время по курортам Северного Кавказа. Но то, что там многомиллиардные хищения, там уже, в принципе, это уже подтвердила счетная палата и контрольный орган. В своем выступлении вы упомянули, что в переходный период система взяточничества была своего рода смазкой для механизма. Нет, я сказал, что существует такой термин научный, Да. что коррупция – это смазка экономики переходного периода. Кто-то с ним соглашается, кто-то не соглашается. Да, Вы согласны? Я не совсем согласен. Я считаю, что она была смазкой в течение с 91 по 93 год. Но дальше ряду лидеров удалось убедить президента, что не надо проводить административную реформу, только попытка была либеральным окружением Ельцина провести ее, то есть Татаров, Краснов, Пихоя, Костиков, да, провести в 1996 году. Но тогда формировавшаяся олигархия сказала, что нам этого не нужно. Нам не нужно эффективное государство. Когда эффективное государство понадобилось в 98-99 году до борьбы с Березовским, и с семьей, влиянием Сельмы, да, уже было, в принципе, поздно, потому что система была запущена. А дальше было опять неправильное решение по формированию дальнейшей власти, да, по поводу того, что нужно закрыться от влияния Березовского, сформировав свою элиту. На какой идеологии? А идеология была простая, которая людей могла объединить. Да, это зарабатывание, в том числе на этих деньгах. В результате мы получили то, что получили. Теперь с этим монстром не знаем, что делать. Также и в Северном Кавказе. Да, мы говорим, нам каждый раз говорят, что это, кстати, история, почему не трогается Башкирия. Она не трогается, потому что там кто-то создал миф о том, что там есть какие-то серые волки, что если клан Муртазы тронуть, значит, что вот, значит, Муртазеты разбегутся по всей стране. Да ничего не разбежится. Тем более Башкирия, это извините, не Северный Кавказ с горами, где могут прятаться профессиональные люди. И башкиры, извините, это не горцы, которые могут воевать. Да, это мифы, которые готовы верить.
А вот если все-таки говорить о переходном периоде, в принципе, с Грузией мы оказались в примерно одинаковых условиях, но ситуация с коррупцией там диаметрально противоположна нашей. В чем получается Правильно, недостаточная политическая нет, воля? дело в том, что я еще раз говорю, у нас по-другому формируют систему госуправления. У нас никогда не было реальной нормальной демократической профессиональной системы подхода к государственному управлению. Потому что у нас даже говорят, человек зашел своей командой. Вот человек приходит в Минсельхоз. Газососы, они что, все колхозники, все знают, как сеять, убирать или как выращивать скот? Нет, они смотрят, тот был полицейским, да, вот тот был судьей, еще кто-то. Но, ребята, это не профессиональная команда, это команда твоих личных отношений. Вот, к сожалению, у нас так и выстраивается.